Первая задача, которую необходимо решить для накопления и роста энергии, это качественный, эффективный набор нашей любимой энергии. Задача очень непростая. Она предполагает перестройку очень многих привычек, образа жизни в целом, да, для того, чтобы можно было бы задействовать все необходимые источники энергии со всех сторон. Почему большинство людей не ощущают себя, скажем, душой? Да, потому что они не чувствуют свои чакры, не чувствуют свои потоки. Почему? Там почти нет энергии, ее очень мало. Почему? Они не делают ничего, чтобы сформировать избыток энергии. Само собой, не делают ничего для того, чтобы научиться управлять своей энергией. Что необходимо понять? Различные источники энергии не взаимозаменяемы. Для того, чтобы это был полноценный процесс развития роста, необходимы все основные источники энергии. Один из самых сильных, самых первых – это тренинги, когда мы освобождаемся от различных проблем, пробок, темных энергий и раскрываем в себе что-то новое. Дальше то, что незаменяемо ничем – это спорт, творчество. Дальше, если человек научился, и общение – это роскошь, это общение по душам, чтобы сердце пело. Ряд других рассмотрим ниже. Но суть в чем? Человек состоит из различных частей. Фактически каждая часть его сознания и тела должны получить свою нагрузку, свою порцию энергии, причем своей энергии, своего уровня и своего качества. Только в этом случае человек способен развиваться гармонично, без перекосов, без перегибов и, как следствие, без остановок и тупиков в будущем. Все источники энергии должны быть задействованы, и задача найти идеальную, оптимальную пропорцию между вот этими источниками. Сколько работать, это затраты в основном, сколько на спорт, тренинги и на другие вопросы, так, чтобы жизнь была и полноценная, в данном случае она и сердце будет радовать, да, и много впечатлений. Но с точки зрения накопления энергии, она решение этой задачи запускает все основные возможности для того, чтобы энергию человек мог бы создавать активно и активно набирать. Когда человек эту задачу решает, то первая часть на входе, у него избыток. Дальше его нужно по жизни правильно пронести. Не потерять, правильно вложить, чтобы это также принесло отдачу.